Для всех, кто мечтает о собственном доме. Это подробное видео о пошаговом строительстве нестандартного каркасного дома, который мы с супругой придумали и построили своими руками. Как построить оригинальный дом, но чтобы он при этом был удобным и практичным. Во сколько обойдется все строительство дома по такой бюджетной технологии? Стоит ли вообще строить дом своими руками? Какие здесь есть плюсы и минусы? Мы наглядно покажем весь поэтапный процесс строительства, разъясним технологию, укажем на ее недостатки и преимущества, расскажем об ошибках и их решениях и дополним все это трехлетним опытом проживания с выводами. В этом видео мы постарались дать максимум ответов на вопросы, возникающие при планировании и строительстве дома, а для удобства в описании добавили тайм-код, указывающий на темы. Всем привет! Меня зовут Гена, это канал My Galaxy о строительстве и обустройстве дома. Приятного просмотра! Мы с женой давно мечтали о собственном доме и в нем хотели реализовать максимум своих творческих идей. Возведение дома у нас серьезно оттягивал другой амбициозный проект со строительством яхты, который забирал не только все свободное время, но и все свободные средства. Поэтому, приступая к строительству дома, мы были сильно ограничены в бюджете, что и обусловило наш выбор конструкции для дома среди бюджетных технологий. Газобетонный дом или каркасник. Все остальные доступные технологии получились бы для нас значительно дороже, да и практичными их не назовешь. Перед строительством на руках у нас было около 10 тысяч долларов, и мы хотели за эту сумму закончить первый этап строительства. Возвести всю коробку для дома с общей площадью в 120 квадратных метров. И на тот момент, по расчетам, каркасные стены нам обходились 3000 долларов, а газобетонные в 4000. При этом газобетонная стена из самого легкого и теплого блока с плотностью D300 была бы толщиной в 38 см, а каркасная стена толщиной в 22 см по расчетам получалась теплее процентов на 30, а также каркасная технология позволяла реализовать больше творческих идей, таких как, например, висящая стена над угловыми окнами, поэтому мы к ней и склонились. Газобетон тоже частично использовали, но об этом позже. В наследство нам достался старый дом моего прадеда с небольшим участком площадью 6 соток, но он смежный с участком моих родителей без разделения забором, поэтому визуально тесноты на участке не ощущалось. Мы также рассматривали покупку участка чуть побольше, от 10 соток, но даже в нашем небольшом городке в хорошем месте такой участок стартовал от 5000 долларов. Такая покупка покрошила бы наш небольшой бюджет, да и само строительство на отдаленном участке начиналось бы не из самого дома, а из ограждения, а также сарая или гаража, в котором хранились бы стройматериалы и инструмент. Все это отстрочило бы нашу мечту побыстрее заселиться в собственный дом. Поэтому мы решили строить дом на своих 6 сотках. Здесь из главных плюсов. Стройка всегда была под присмотром моих родителей. Тот, у кого постоянно пропадали стройматериалы на стройке, меня поймет. Также на участке был заброшенный колодец, который мы позже восстановили. Был небольшой кирпичный сарай, где мы хранили стройматериалы, а вот наличие старого дома я бы плюсом не назвал, так как его еще предстояло демонтировать. Но из этого демонтажа мы постарались выкроить максимум пользы. По конструкции старый дом состоит из саманных стен с несущим деревянным каркасом и по периметру обложен в пол кирпича. Фундамента у этой постройки реально не было, полы деревянные, а кровля шиферная. Самым простым способом снести этот дом был бы экскаватор и несколько ходок самосвала. Но тогда для работы экскаватора вокруг дома было мало свободного места. И у нас не получилось бы повторно использовать весь этот строительный мусор. Поэтому к демонтажу мы приступили вручную. Сначала сорвали старый шифер и им же заложили неровности на участке. Каркас кровли распилили на дрова. Завалив кирпичные стены, после их разобрали на вполне себе годный кирпич, который позже использовали для кладки небольшого подвала и массивного камина. Из саманного перекрытия и стен извлекли весь деревянный каркас, который также пустили на дрова. Глину из стен, а также другой строительный мусор оставили здесь же. Они подняли общий уровень для нового дома и внутри фундаментной ленты послужили хорошей засыпкой под теплые полы.
На демонтаже старого дома нам помогали близкие, и в сумме с этой работой мы справились за 4 дня. Так как о доме мы мечтали уже давно, то до его строительства набросали много разных проектов. Все они имели интересные конструктивные особенности и оригинальный вид. Но небольшой бюджет остановил наш выбор на самом конструктивном простом варианте – доме с кубической формой, в котором нам все же хотелось реализовать множество интересных решений. Мы сразу определили для себя, что дом будет двухэтажный. Так мы сэкономили место на небольшом участке, а также двухэтажный дом при том же внутреннем объеме имеет меньшую площадь ограждающих конструкций по сравнению с одноэтажным, что уменьшает его теплопотери и в целом делает более энергоэффективным. Нам также нравилось, что двумя этажами можно разделить дом на условные зоны, приватную со спальнями на втором этаже и зону для гостей на первом. Выбирая размер для дома, мы балансировали между желаниями и возможностями, так как боялись, что погоня за комфортом может превратиться в нескончаемый долгострой. В итоге решили оттолкнуться от условных 100 квадратных метров общей площади и разработали наш проект в 3 вариантах – 100, 120 и 140 квадратных метров. Выбор остановили на среднем варианте в 120 квадратных метров. При разбивке колышек на участке дом казался миниатюрным, и мы жалели, что не выбрали вариант побольше. А пожив в готовом доме, поняли, что для семьи из 4 человек и 100 квадратных метров хватило бы с головой. При входе на первом этаже расположили входную группу, которая разместит уголок со всеми коммуникациями, зоной для верхней одежды, большим шкафом и маленьким, но полноценным санузлом. Дальше гостиная на 38 квадратных метров, совмещенная с открытой кухней и небольшой рабочий кабинет. На втором этаже небольшая комната для отдыха, 2 детские спальни, плюс наша спальня, коридор с балконом второго света и основная ванная комната. Кому интересен проект, им мы поделились в описании под видео. Каркасный дом очень легкий, и часто в качестве фундамента под такие дома выбирают самый простой дешевый вариант из винтовых свай, а в остальных случаях преимущественно используют мелкозаглубленную железобетонную ленту, которая также подходит и для газобетонного дома. Нижнюю часть стен мы как раз и сделали из газобетона, а также на всем первом этаже решили сделать массивный бетонный теплый пол. Поэтому из бюджетных вариантов нам подошел только мелкозаглубленный ленточный фундамент. До изготовления фундамента мы выкопали яму под будущим домом для небольшого подвала. На пол в яме залили 10 см бетона, на нем выклали стены из кирпича. На эти стены частично будет опираться лента фундамента. Также на этом этапе в землю уложили все коммуникации, трубы для подвода воды, раскладка и отвод канализации, и под землей в трубе заложили вводной электрокабель. В опалубку по периметру закрепили 3-сантиметровый экструдированный пенополистирол на всю глубину ленты. Он будет играть роль эффективного утеплителя. Чтобы пенополистирол надежно зафиксировался к бетону, на его внутренней стороне сделали штробы с помощью фрезера. Сечение ленты по периметру 40 на 60 см. В землю она заложена на 45 см. Так как основание под домом состоит из разного строительного мусора, мы решили добавить к ленте еще и бетонные колонны со слоновой пятой, которые опираются глубже на более плотный грунт. В комментариях нам писали, что такой фундамент порвет морозным пучением. По нашим наблюдениям, в течение 3 лет до строительства дома фактическая глубина промерзания грунта не доходила и до 30 см, хотя официально для нашей местности глубина промерзания заявлена до 1 метра. Забегая вперед, скажу, что фундамент с домом стоит без каких-либо трещин, деформаций и других изъянов уже более 6 лет. Если бы мы могли организовать свободный подъезд к опалубке хотя бы из 2 сторон, то заказали бы бетон из миксера. Ну а так в стесненных условиях на участке пришлось заливать бетон вручную. Позвали друзей, родственников и работая с 2 бетономешалками мы залили около 10 кубометров бетона за один день. Марку бетона держали в районе М200, а в каждую ленту заранее увязали 4 прутка 12-мм арматуры. Суммарная стоимость всех материалов для фундамента составила на тот момент около $1000. Посмотрев видео и телепередачи по ремонту каркасных домов, мы выявили, что у многих проблемным местом для гниения каркаса является нижняя часть ограждающей стены, прилегающая к фундаменту. Поэтому мы решили приподнять наш каркас с помощью газобетонной стены на высоту 1 метра. Я также грешу, что благодаря этому в нашем доме за 3 года проживания не было ни единого намека на мышей, хотя по соседству они точно обитают. Мы использовали самый легкий газоблок, разрешенный для кладки несущих стен, с плотностью D300 и шириной в 37,5 см.
Кладку вели на специальный клей, который задал минимальную толщину шва, уменьшая образование мостиков холода. А после принялись к изготовлению бетонного теплого пола. Отопление для дома запланировали электричеством, но в связке с надежной принудительной водяной системой. Подробную работу с монтажом такого же теплого пола мы показывали. На грунт уложили 5-сантиметровый экструдированный пенополистирол. Сверху сетку ячейкой 100 на 100 мм. Потом разложили спецтрубу из сшитого полиэтилена шагом в 30 см змейкой от наружных стен к внутренним. В каждую комнату завели отдельную ветку, а все выходы разместили в месте установки отопительного оборудования. Поверх трубы пол дополнительно армировали 12-мм арматурой, уложенной ячейкой шагом в 60 см. Бетон заливали толщиной около 12 см, и в основном это сделали для набора массы и повышения тепловой инерции, которой каркасным домам как раз и не хватает. А также мы установили двухтарифный электросчетчик, с которым нагревать пол ночью обходится в 2 раза дешевле, а часто с такой массой накопленного тепла за ночь хватало на весь остальной день без подогрева, что существенно сказывается на плате за электричество. Ну а о выводах такой системы электроотопления чуть позже, так как там нам подкинули подводных камней. В те недалекие годы во мне жил заядлый экономист, а также огромное желание самореализоваться. Пословицу «построить дом, посадить дерево и вырастить сына» я воспринимал как жизненное напутствие. Кстати, с домом и сыном у меня вроде бы все складывается, а вот с деревьями как-то не сложилось, их у нас садит супруга. Так вот, я хотел прочувствовать строительство своего дома прямо до мозга костей, поэтому поехал в лес, выбрал и купил у лесного хозяйства 2 КАМАЗа сосновых бревен и КАМАЗ дубового бревна, сделал самодельную ленточную пилораму и напилил для каркаса дома 16 кубометров обрезной сосновой доски и 7 кубометров дубовой для внутренней отделки. Сам проект с пилорамой не был очень сложным, а вот с заточным станком для ленточных пил все же пришлось повозиться. Каркас стены будет иметь толщину в 20 см, поэтому для него мы заготовили доску с сечением 200 на 40 мм. В идеале каркас нужно собирать из сухой доски. У нас она сохла естественной сушкой, переложенной в штабе, более года. В проекте мы детально разработали весь каркас прямо по стеновым щитам. Из всех строительных работ по дому собирать каркас было самой приятной работой. Все помещения нового дома вырисовывались прямо на глазах. Для каркаса мы выбрали классическую платформенную технологию, где сначала изготавливаются щиты стен первого этажа, на них собирается каркас перекрытия, и на этом перекрытии собираются щиты стен второго этажа. Сборка происходит очень легко и быстро. Платформенную технологию я освоил по прекрасной обучающей книге. Ее точное название я оставлю в описании под видео. По этой технологии каркас собирается на гвозди, и в каждом узловом соединении щита мы вбивали по 3 120 мм гвоздя. Шаг между стойками и лагами в 600 мм привязывается к последующим плитным материалам – ОСБ, гипсокартону и минвате. Кровля на доме простая и надежная, двухскатная, с малым углом наклона. Стропила из той же доски 200 на 40, уложены с тем же шагом в 600 мм, опираются на обвязку по периметру и 2 мощные балки у конька. Сверху накрыли паропроницаемой мембраной и через вент-зазор закрепили обрешетку. На сборку всего каркаса, включая перегородки, перекрытий и кровельный каркас, я с отцом и тестем затратили 7 рабочих дней, 60 кг гвоздей и ни одного прибитого пальца. При желании, запустив наш проект в автокаде, вы сможете извлечь любой элемент каркаса и, обмеряв все его детали, повторить его сборку. Изначально кровлю мы планировали сделать плоской для поддержания кубического дизайна, но так как не прониклись к ней доверием, склонились к простой двухскатной. Хотя с эстетических побуждений того же кубизма мы все же скрыли ее от глаз, закрыв всю по периметру фронтонами и фальшфронтонами. 2 фальшфронтона имеют узкую щель для отвода воды, но в сумме все фронтоны образовывают корыто, которое зимой будет полностью наполняться снегом, создавая повышенную нагрузку. Для повышения прочности всей крыши в целом мы использовали кровельный профнастил с высокой волною в 65 мм. В целях экономии купили оцинкованный вариант без покраски, так как крышу с улицы не видно. В будущем об этом выборе мы пожалели, хотя подробнее эту ошибку разберем чуть далее. Снаружи дом прямо по каркасу обшили листами ОСБ толщиной в 10 мм. Кроме диагоналей, врезанных в каркас стен, такая обшивка добавляет дому устойчивости и в целом увеличивает его прочность. Поверх ОСБ обтянули кровельной мембраной, здесь она работает как ветрозащита.
и далее приступили к наружной отделке. Уж очень нам хотелось создать неповторимый внешний вид для дома, и к фасадам мы выставили определенные требования, чтобы они были простыми, недорогими, но при этом выглядели стильно, долго служили и не требовали никакого обслуживания. И хотя с первого взгляда эти требования противоречат друг другу, нам все же удалось найти удовлетворительное для нас решение в виде фасада из обожженной доски. Такой фасад смотрится оригинально, а в нашей местности даже уникально. Прост в изготовлении, хотя труда все же пришлось затратить. И самое главное, он не требует ухода на всем сроке эксплуатации, а по нашим ожиданиям служить должен очень долго. Термообработанная древесина меняет свои химические свойства и менее подвержена гниению, а также поражению насекомыми. Подобные фасады часто встречаются в классической японской архитектуре, и там такой вид обработки называется шоусугибан. Самым быстрым и экономичным способом обжига является техника обжига в треугольной трубе из тех же досок с естественным самопрогоранием верхнего слоя. В последующем в обустройстве дома мы часто использовали подобную технику, и с досками до 3 метров длины мы получали хороший результат. А вот с длинными досками фасада пришлось применить другой, более трудоемкий и примитивный метод – обжига над бочкой с огнем и принудительным поддувом. Этот удар на себя взяла супруга и за 8 дней обожгла материала для 150 квадратных метров фасада. Я в это время дожигал сучки газовой горелкой и после чистки верхнего слоя монтировал доску на фасад. Грубо обугленный слой счищал отец. Такой слой на обожженной сосновой доске держится плохо и с годами некрасиво обсыпается. Доску фиксировали на обрешетку из бруска 40 на 40 мм, прибитого к стене. Из этого же бруска сформировали декоративный утопленный фасад на задней стороне дома. По бокам у нас получились пустые объемы, в которых мы в последующем организовали вертикальные кладовки. Утопленный фасад, а также выступающий пилон на переднем фасаде нужно было выделить, и мы обшили их той же сосновой доской без обжига. С этой частью фасада мы решили поэкспериментировать. И теперь посмотрим, сколько же лет на фасаде прослужит вообще ничем не обработанная обычная сосновая доска под открытыми атмосферными осадками. На обрешетку сначала прикручивали обожженную рейку шириной в 7 см. Эта рейка будет закрывать 2-сантиметровые швы между лицевой доской. Потом с помощью анодированных саморезов прикручивали лицевую доску шириной в 15 см. Вертикальная ориентация досок на фасаде способствует более длительному сроку ее службы. Так древесина находится в естественном природном состоянии, вода по доске стекает быстро, менее впитывается и фасад в итоге быстрее высыхает. Со временем, что обожженная доска, что доска без обработки приобретают серебристый оттенок. Это естественное выгорание смол от ультрафиолета и выветривание древесных волокон. Нам откровенно нравится вид состаренной древесины, но для многих прохожих по улице, судя по их реакциям и вопросам, им такой фасад не приглянулся. И у них он ассоциируется с сараем или амбаром с пропадающей деревянной обшивкой. Многие из них даже советовали дом просто покрасить. Но по сути краски это те же смолы, которые точно так же выгорают от ультрафиолета и требуют постоянного обновления, что несет в будущем как материальные затраты, так и трудовые. Себестоимость материалов для 1 квадратного метра такого фасада на сегодняшний день составляет примерно $5. Ну а в то время, когда мы его делали, материалы на 1 квадратный метр обходились нам в $2. Если не учитывать труда, то на тот момент это получался еще и один из самых бюджетных вариантов. Из таких же природных материалов мы сделали и крыльцо. У нашего крыльца мы сделали маленький подиум, который с одной стороны будет опираться на отмостку из бетона толщиной в 10 см, которую мы залили вокруг дома, а с другой на 2 опорных столбика. Каркас для подиума сделали из сосновой доски 200 на 40 со вставками из бруска 100 на 40 мм, которые нарезали по длине, обработали на фуганке, обожгли и смонтировали на месте. Установили опоры на отмостку и опустили столбики в ямки. Столбики и опоры надежно зафиксировали мощными саморезами по металлу. Ну а сам настил сделали из сосновой доски с сечением 150 на 25 мм. В досках по шаблону просверлили отверстия и прикрутили саморезами к каркасу. А уже после залили бетоном столбики.
Каркас для навеса собирали точно так же, правда обжигали его уже собранным. После поднятия каркаса на свое место, временно подперли его парой досок и прикрутили к фасаду. Двухскатный настил будет скрыт с торцов, а для отвода воды мы сделали интересные скрытые водостоки, которые выведут воду в две точки, и теперь, заходя на крыльцо с любой стороны, в дождь вода не будет литься за шиворот. Навес будет держаться на двух цепях, отрегулированных талрепами. После их крепежа мы убрали временные подпорки, и в принципе работа над крыльцом была закончена. Пользоваться таким крыльцом удобно, оно достаточно большое, с размерами в плане 1,5 на 2 метра. Скрытые водостоки отлично отводят воду, и как вы заметили, здесь на настиле мы также использовали обычную сосновую доску без обработки, да еще и в невыгодном для нее горизонтальном положении плашмя. Да, это тоже экспериментальное решение, на рациональность которого еще предстоит посмотреть со временем. Даже если она простоит более 10 лет, ее можно будет назвать простым доступным решением. Подобным образом мы сделали и большую террасу для отдыха у заднего фасада дома. Как и большинство элементов дома, размещение террасы мы запланировали еще на стадии проектирования, поэтому она гармонично вписалась в задний фасад. Вместе с полом в гостиной они создают единую площадь, которые соединяют две наружные двери. Главное назначение этой террасы – это создать чистое удобное пространство, на которое можно выйти прямо из дома босиком. На ней будут играться дети и можно будет отдохнуть с друзьями. Терраса опирается на 12 стальных столбиков, под которые мы сделали разметку, выкопали ямки и залили их бетоном. В основе террасы лежит металлический каркас, на который частично использовали вторичные материалы. На столбы опираются 4 металлические лаги, 2 из профильной трубы 80 на 40 мм и 2 из бэушного 80-го швеллера. К ним мы приваривали множество опор из уголка под последующие деревянные лаги. Лаги нарезали по длине из сосновой доски 200 на 40 мм, покрасили паропроницаемой краской, установили на металлический каркас через прокладки из рубероида с шагом в 60 см и закрепили самонарезающими винтами по металлу. Небольшой шаг между лагами позволяет использовать доску для настила с более тонким сечением, в нашем варианте 150 на 25 мм. И так как здесь мы экспериментируем, используя доску без какой-либо защитной обработки, ее в долгосрочной перспективе будет дешевле заменить, чем на всем сроке эксплуатации постоянно обновлять лакокрасочное покрытие. Поверхность доски для настила сгладили на стационарном электрофуганке, сняли фаски на углах, засверлили по шаблону отверстия под саморезы и разложили всю доску на каркасе. А потом прикрутили весь настил к лагам анодированными саморезами. Терраса не прогибается, не скрипит, получилась очень прочной и устойчивой. За счет металлического каркаса у основания нам удалось уменьшить количество бетонируемых столбиков. И вопреки некоторым опасениям, за 3 зимы эти столбики так и не повело морозным пучением. Терраса осталась ровной и отлично сохраняет свою геометрию по сей день. Естественно, доска на горизонтальной поверхности выгорает более интенсивно, чем на вертикальном фасаде. Но следов гниения или других разрушений мы также не наблюдаем.
Со временем мы начали использовать ее как большой рабочий верстак для изготовления других проектов по обустройству дома, так как пока что это единственная большая ровная площадка на всем участке. И мы считаем, что полученные в этом процессе боевые отметины пойдут ей к лицу. В итоге эта терраса добавила нашему дому 32 квадратных метра облагороженной площади, которые обошлись нам по материалам всего лишь $350. Параллельно с наружными работами мы вели и внутренние. Весь каркас внутри покрыли водорастворимой огнебиозащитой. В промежутках каркаса стен уложили минеральную вату с общей толщиной 20 см, а к каркасу кровли добавили внутреннюю горизонтальную обрешетку из бруска и довели общую толщину утеплителя в крыше до 25 см. В помещении у потолка собирается более теплый воздух, и так мы постарались выровнять теплопотери стен с крышей. При таком утеплении общие расчетные теплопотери для дома при минус 20 снаружи составили всего лишь 4,5 кВт, что даже на момент проектирования уже делали дом достаточно энергоэффективным. Потом минвату закрыли фольгированным гидробарьером с проклейкой швов скотчем, а также для шумоизоляции уложили по 10 см минваты в перекрытие и перегородки. Изнутри весь дом мы обшили гипсокартоном. Листы монтировали поверх гидробарьера, прикручивая прямо к каркасу дома. Мелкие неровности на досках каркаса, которые могли проявиться поверх гипсокартона, мы убрали заранее, еще до утепления стен, с помощью электрорубанка. Для каркаса стен мы использовали сухую доску, так что шансы, что ее поведет в стене, невелики. При такой обшивке для гипсокартона не нужно делать отдельный каркас, что существенно сказалось на экономии бюджета. Точно так же гипсокартоном обшили и потолки, прямо по лагам перекрытия и кровельному каркасу. Далее мы пошпаклевали гипсокартон и покрасили стены. В некоторых комнатах из гипсокартона и речного каркаса сформировали элементы встроенной мебели, и на них малярные работы вели параллельно со всем домом. К полам в доме мы выставили такие же требования, как и к остальным элементам. Они должны быть практичными, относительно бюджетны и не требовать никакого обслуживания или замены на всем сроке жизни дома. В основе всего первого этажа лежит бетонная теплая плита с водяным контуром. Как самым разумным финишным покрытием для нее мы видели керамогранитную плитку. Здесь нам хотелось сделать пол в темных тонах с матовой текстурой, но, к сожалению, нам попалась черная глянцевая керамогранитная плитка, которая из-за еле заметных засветов по периметру продавалась как некондиция в 4 раза дешевле. Нас подкупил ее нарядный вид, который на полу смотрится просто шикарно. Но чтобы она смотрелась еще и чистой, пылесосить ее нужно каждый день, а мыть каждый второй. На ней видно буквально каждую пылинку, и мы еще не раз пожалели об этом выборе. Хотя как плюс можно считать эту черную плитку хорошим индикатором чистоты, заставляющим делать уборки как минимум в 2 раза чаще и дышать более чистым воздухом без пыли. Как решение мы даже рассматривали вариант замотовать поверхность плитки абразивом, но скорее всего нам все же придется купить робота-пылесоса. А вот с полами на втором этаже все сложилось намного чудесней. Там мы изначально запланировали сделать полы из массива древесины и на ранних этапах заготовили дубовую доску. Потом у столяра заказали ее калибровку и выборку пазов. И в итоге массивная половая дубовая доска толщиной в 30 мм обошлась нам по цене средненького ламината. Но в нашем варианте она одновременно играет роль и чистового пола, и чернового несущего, что делает такой пол еще более экономичным. Чтобы босыми ногами ощущать все прелести натурального дерева, мы пропитали его самодельным маслом на основе пчелиного воска и олифы. Да, стыки такого пола расширяются и сужаются в зависимости от времени года, включенного отопления и влажности в помещении. Но это лишь придает ему натурального природнего вида. Оба этих настила, если не считать промаха с черным глянцем, зарекомендовали себя отлично, и такие же полы мы сделали в доме, который помогали строить родителям. В описании под видео мы дадим ссылки на более подробное видео о изготовлении подобных напольных покрытий, а также других работ по дому. Что бы ни говорили маркетологи, буквально у всех окон, включая современные, есть огромный недостаток. Летом на солнце они перегревают дом, пропуская жару, а зимой являются самым главным источником теплопотерь. Например, в нашем доме мы сделали стандартную площадь остекления, а это около 10% от площади наружных стен и всего лишь 5% от площади всех ограждающих поверхностей, то есть стен, кровли и полов. И при этом по расчетам через них проходит почти 45% всех теплопотерь в доме. А значит, огромные панорамные окна во весь рост никак не вяжутся с практичным энергоэффективным домом.
Поэтому мы и отказались от полностью остекленного заднего фасада, хотя на начальных эскизах рисовали его именно таким. Большинство окон мы старались растянуть в горизонтальной плоскости, чтобы при той же площади они давали более панорамный вид, а по высоте находились на уровне глаз человека в таком положении, которое он занимает в конкретном помещении большую часть времени. Так, центр окон у большинства помещений находится на уровне глаз сидячего человека, а в некоторых спальнях даже лежачего. С точки зрения экономии, а также придания необычного вида, почти все окна мы частично изготовили самостоятельно. Исключив из конструкции окна раму, сэкономили почти вдвое, а также безрамное окно делает более открытый проем. Для окон мы заказали двухкамерные стеклопакеты с суммарной толщиной в 60 мм. Для разделения каждой камеры мы выбрали 24 мм разделительную рамку. Именно она стандартно используется в однокамерных стеклопакетах и является оптимальной с точки зрения теплопотерь. Стеклопакеты просто установили в деревянный проем каркасной стены и зафиксировали по периметру монтажной пеной. Снаружи установили металлический отлив, а по остальному периметру закрыли деревянными откосами. Все стыки, подверженные осадкам, заделали аквариумным силиконом. Он имеет отличную адгезию к стеклу и другим материалам и достаточно долговечен. Изнутри оконный проем задекорировали деревянными откосами и установили дубовые подоконники с обожженной и лакированной поверхностью. Сделать таким способом открывающиеся окна затруднительно, поэтому в каждую комнату мы также установили по одному стандартному окну с открывающейся створкой для естественной вентиляции. Наиболее эффектно в нашем доме смотрятся угловые окна, которые изнутри открывают широкий панорамный вид, а снаружи имитируют нависание угла стены над окном. И частично эти стены висят на встроенных в каркасе диагоналях, а частично опираются на дубовую стойку с сечением 60 на 60 мм, спрятанную в углу на стыке стеклопакетов. Также в доме мы реализовали еще два интересных потолочных окна, так называемые плоские зенитные фонари, которые состоят из установленного в деревянную шахту двухкамерного стеклопакета и 6-мм каленого стекла, смонтированного поверх шахты. Одно такое окно освещает второй свет, пронизывая лучами два этажа, а второе наполняет светом основную ванную комнату. В сумме все материалы для окон обошлись нам в $1100. Из-за конструктивных особенностей наших окон, а также самого дома в целом, с окнами возникли некоторые проблемы, над решением которых пришлось поломать голову, но об этом тоже чуть позже. Для экономии материалов в планировке дома мы заранее продумали уменьшение длины и разброса всех инженерных систем. Поэтому основной и дополнительный санузел находятся у нас друг над другом, рядом же возле них размещена кухня. А все инженерное помещение, так называемая котельня, находится в центре. Хотя я бы не назвал ее котельней, это скорее инженерный узел, так как по факту он занимает небольшой уголок входной группы и почти все коммуникации разместились на площади менее 1 квадратного метра. Здесь разместились фильтра и вся автоматика для водоснабжения дома, 150-литровый бойлер, система отопления, состоящая из электрокотла, циркуляционного насоса, расширительного бачка, смесительного узла теплого пола и остальная раскладка труб, а также сбоку еще и всунули стиральную машину. Хотя все эти элементы и смотрятся как плотно втиснутые, но к каждому из них мы оставили свободный доступ для обслуживания. В будущем все эти коммуникации мы закроем большой сдвижной дверью в стиле шкафа-купе, и вся входная группа примет свой законченный вид. Раскладку канализационных труб первого этажа мы выполнили прямо в грунте, еще до заливки фундамента. Остальные канализационные трубы смонтировали в каркасные перегородки и перекрытия. Для водоснабжения дома мы очистили и углубили старый колодец, опустили в него циркуляционный насос, а внутри дома установили гидроаккумулятор и реле давления. А также под фундамент в дом завели трубу подключения водопровода, но пока что надобности подключать ее к городскому водоснабжению не увидели. После подачи вода делится на две ветки: техническую, которую чистят 3 фильтра вместе с бытовым солевым, и ветку питьевой воды, которую очищают 4 фильтра. Эта питьевая вода отдельно поступает ко всем раковинам в санузлах и к мойке на кухне. Всю силовую электропроводку в доме мы выполнили из негорючего медного кабеля ВВГ-НГ с сечением жилы в 2,5 мм квадратных. Большинство соединений проводов проводили в подрозетных коробках, а так как они являются одним из самых слабых узлов всей электросистемы, к стыковке проводов мы отнеслись с особым вниманием и выбрали самый надежный вариант с трансформаторной сваркой. Подробно этот процесс мы уже показывали, и сводится он к тому, что вся скрутка проводов сплавляется медной каплей в единый монолит, без какого-либо заужения по сечению.
То есть это почти тот же монолитный кабель. Отдельные ветки мы раскидали по помещениям и отдельно протянули кабеля к мощным потребителям, таким как электроплита, духовка, бойлер, котел и другим. А потом свели все эти провода в один электроузел, где на каждую ветку установили по защитному автомату. От электрощита в дом завели кабель с сечением жилы в 4 мм квадратных под землей до заливки фундамента. В качестве его защиты использовали ПНД-трубу. В дом завели 3 фазы и постарались равномерно раскидать их по группам нагрузки. Здесь же в щите установили и другую автоматику, защитный и управляющий реле, а также таймер управления вентиляцией. На данный момент система вентиляции в нашем доме не закончена. Мы не планировали ее чрезмерно усложнять, поэтому исключили покупку дорогостоящего рекуператора. А ввиду низкой эффективности также исключили изготовление самодельных рекуператоров. Но для нас важно, чтобы вентиляция была автоматической и наполняла дом свежим воздухом по расписанию без нашего участия. Вся система по задумке достаточно проста. Из канализационных труб мы сделали ветку приточной вентиляции, которая будет подавать воздух во все 3 спальни, на кухню, в гостиную и еще будет выход в кабинете. И здесь же в кабинете будет вентиляционный узел с канальным электровентилятором и входом с улицы, где прохладный воздух будет забираться с северной стороны дома. Отток воздуха происходит через точечные вытяжные каналы с вентиляторами, установленные в обеих санузлах на каждом этаже и вытяжки на кухне. Эти вытяжные вентиляторы включаются как индивидуально при использовании санузлами и плитой, а также к каждому из них мы протянули еще одну жилу от реле с управляющим таймером. Это управляющее реле по заданным интервалам будет одновременно включать вытяжные вентиляторы и центральный впускной, то есть воздух в помещении будет обмениваться равномерно, без повышения и понижения давления воздуха в доме. Изначально мы все же планировали получить немного бесплатной энергии от природы и заложили в землю 16-метровую трубу приточной вентиляции с выходом в колодец. В этой же трубе пропущена меньшая труба с подачей воды в дом. Так мы планировали за даром получить в летний период приток прохладного воздуха, а в зимний уже чуть подогретого. Одним жарким летом мы испытывали эту систему, которая на выходе давала прохладный воздух с температурой в 15 градусов, а его объема хватало, чтобы понизить температуру в 3 спальнях на 3-4 градуса. То есть система работала, но воздух шел с неприятным затхлым запахом, отдающим подвалом. Скорее всего, и качество этого воздуха могло вредить здоровью, поэтому мы похоронили эту идею, заглушив трубу. Но с геотермальной энергетикой все же не закончили и вывели в вентиляционный узел ветку трубы от водяного подземного контура для возможной установки в воздушный канал теплообменника. Мы хотели сделать экономичный энергоэффективный дом и в качестве сердца отопления видели самую передовую технологию в виде геотермального теплового насоса. Он, потребляя 1 кВт электроэнергии, позволяет выкачивать из среды 4 кВт тепла. Эта система достаточно дорогостоящая, но мне почему-то показалось, что мы сможем сделать ее самостоятельно. Поэтому мы удачно купили с рук за $800 новый компрессор, как раз и предназначенный для грунтовых тепловых насосов, и 2 пластинчатых теплообменника, а это и есть его основные компоненты. Под них мы сделали корпус из профильной трубы и водостойкой фанеры, и в нем закрепили эти элементы. 100-метровый грунтовый контур заложили вокруг дома в сопутствующей стройке траншеи. К этому контуру подключили 30-метровый змеевик, опущенный в колодец для отбора тепла от воды и близлежащего грунта. Также вмуровали змеевик в стенки канализационного септика для отбора тепла от сточных вод. Этот контур завели в дом в подвале, где и планируем установить тепловой насос. Для подключения к тепловому насосу сюда же в подвал опустили подачу и обратку центральной системы отопления. Она разводит теплоноситель по теплым полам на первом этаже и батареям на втором. Мы подозревали, что низкопотенциального тепла земляного контура с колодцами и канализацией могло быть недостаточно, и во избежание его заморозки в конце сезона, как самое простое решение, дополнили систему отопления обычным электрокотлом с мощностью 4,5 кВт. По сути, из-за этого электрокотла и небольших теплопотерь дома мы так и не доделали тепловой насос. Ну о выводах электроотопления чуть позже, а сейчас о нашем втором резервном источнике тепла. В страхе остаться посреди зимы без электроотопления, в случае какой-нибудь аварии на электролинии, мы задумались о резервном источнике отопления, который все же сможет полноценно отапливать весь дом на протяжении длительного периода. И для этих целей решили сделать камин, но не совсем обычный. Да, наслаждаться магией огня, попивая чаек у камина, приятно.
но для наших нужд он должен быть энергоэффективным, и здесь мы попытались добиться максимума. Массивный портал для камина залили из термобетона. По сути, это цементно-песчаный раствор с боем полнотелого кирпича. Его массивность нужна для накопления тепла во время топки и последующей равномерной отдачи. Для такой же термоаккумуляции сделана массивная и верхняя часть камина с многоканальным дымоходом, которую мы выклали из того же кирпича, добытого при сносе старого дома. Топку для камина сварили из нержавеющей стали и установили в портал с небольшим зазором. Так при растопке камин сразу же будет выдавать теплый воздух, циркулирующий в этих полостях. Топку закрыли дверцей со вставкой из термоустойчивого стекла. Камин, закрывающийся топкой, намного эффективней, и так значительно проще контролировать интенсивность горения, регулируя поступающий воздух. Основной воздух в топку поступает через зольный ящик с улицы. Так камин не высасывает теплый воздух из помещения, да и сам зольный ящик вытягивается на улицу, что делает чистку камина от золы менее пыльной. Здесь же с улицы поступает воздух и для верхнего уровня горения. Обе ручки, регулирующие подачу воздуха, разместились снизу за декоративной откидной панелью. Такая же декоративная панель с вентиляционными отверстиями прикрывает остальную часть топки. Чтобы камин не дымел, в режиме открытого огня основной дымоходный канал мы сделали большого сечения 25 на 25 см. Закрывая топку дверцей, получаем более эффективное горение и возможность пустить дым по узкому змеевидному каналу. Для этого перекрываем основной дымоход у самого верха откидной заслонкой. И теперь дым засасывает в узкий длинный канал с сечением 25 на 12 см с вертикальными петлями. Так в сумме мы сделали пятиканальный дымоход наподобие старых печей с грубами, где дым эффективно нагревает около 5 тонн кирпичной кладки. После прогорания одной закладки дров камин, медленно остывая, продолжает греть дом около суток. То есть даже в мороз при отключенном отоплении для поддержания комфортной температуры нам хватало одной топки в сутки. Для перекрытия второго дымоходного канала вверху мы также изготовили откидную заслонку, приводимую в действие цепочкой. А для чистки змеевидных петель с улицы заложили нержавеющие карманы. На выходе с кровли кирпичный дымоход утеплили минватой и задекорировали жестяным металлом. И да, я не смог остановиться и попытался разложить в камине воду с надеждой добыть угольный газ для общего повышения КПД. Внизу сделал контейнер со стержнями для неспешного кипения воды, а в топку установил змеевик для перегревания пара. Да уж, тут меня немного занесло. В камине остались недоработки в виде декоративных наличников и механизма подъема дверцы. Ну а так он полностью функционален и уже 6 лет выполняет поставленные задачи. До въезда в дом нам был необходим работающий санузел. В доме мы запланировали один маленький санузел на первом этаже у основного входа и полноценную ванную комнату на втором этаже возле спален. И для начала мы решили обустроить санузел на первом этаже. Его размер был ограничен близлежащими помещениями и небольшими размерами самой входной группы. Теперь перед нами постала интересная задача: как в 2 квадратных метра уместить умывальник с тумбой и большим зеркалом, удобно разместить унитаз и сделать полноценный душ. Душ решили сделать стационарным, так экономится пространство, да и выглядит он намного стильней. С поддоном для душа решили поэкспериментировать и сделать его деревянным. Для этого использовали древесину тика, устойчивую к воде и гниению. Так получилось, что у нас остались тиковые планки после настила палубы, и мы нашли им разумное применение. Клеили с помощью полиуретанового герметика по той же палубной технологии, на основание которой гидроизолировали эпоксидной смолой. Потом поверхность пошлифовали, и супруга пропитала ее маслом. Сифон с прямым стоком и простейшим гидрозатвором изготовили из нержавейки. А после укладки плитки на стены установили душевую дверь из каленого стекла. Нам захотелось подобие тропического душа, поэтому мы изготовили и врезали в потолок самодельный излив. Душевая получилась достаточно просторной, 75 на 105 см. А от натурального дерева на поддоне ноги просто балдеют. Под ногами в душе всегда тепло и не скользко. И такой тиковый поддон по материалам получился лишь чуть дороже от той же мозаичной плитки.
Каркас для тумбы разместили впоперек санузла, так она получилась шире и в нее влез полноценный умывальник, шириной в 60 см. Над умывальником приклеили большое зеркало, в будущем вокруг него мы сделаем дубовую раму, по периметру которой врежем эту светодиодную ленту, а в тумбе сделаем выдвижные ящики и добавим недостающую столешницу. Пространство между душем и столешницей получилось достаточно большим, 75 на 105 см. Чтобы меньше его загромождать, здесь решили использовать навесной унитаз. На тот момент сливная инсталляция для него показалась для нас чрезмерно дорогой, поэтому в каркасе перегородки просто врезали бюджетный сливной бачок и изготовили надежную сливную ручку. Доступ до этого бачка закроет с другой стороны декоративная дверца, и так сможем легко его обслуживать. Вытяжную вентиляцию установили под потолком, а сам потолок для гидроизоляции покрыли поверх водоэмульсионной краски акриловым водорастворимым лаком. Полотенцесушитель изготовили из нержавеющей профильной трубы и подключили по классике к водяной системе отопления, что оказалось в корне неправильно. Так пользоваться им неудобно, а в неотапливаемый период и вовсе невозможно. Мы планируем заглушить подачу воды к нему и запустить внутрь нагревательный электрокабель. Себестоимость санузла по всем материалам и оборудованию составила $640. Хотя этот санузел полностью еще не доработан, но его функциональность превзошла все наши ожидания. За 3,5 года жизни в доме мы так и не успели доделать основную ванную комнату и ни капли не ощущали дискомфорта от использования этого миниатюрного санузла. В конце 2017 года, накануне Нового года, мы въехали в новый дом. И хотя дом был далек от завершения, нам все же хотелось побыстрее съехать с временного жилья. На тот момент в доме уже работал санузел на первом этаже, была горячая вода, работало отопление и частично была оборудована кухня. Во всем доме были положены чистовые полы и покрашены стены, но не хватало элементов декоративной отделки, а их мы задумали много. А также в доме почти не было мебели, которую мы задумали сделать самостоятельно. На момент въезда в дом его себестоимость по всем материалам и уже установленному оборудованию составила $20 000. Дальше, уже живя в новом доме, мы приступили к его обустройству и постарались вести этот процесс последовательно, комната за комнатой. Конечно же, все взрослые люди понимают, что стройка — это процесс бесконечный, но нам хотелось, чтобы эта бесконечность никак не сказалась на наших детях. Поэтому сначала мы решили обустроить 2 детские спальни. У нас 2 ребенка, и каждому мы хотели дать личное пространство, чтобы они могли развиваться творчески. Обе спальни имеют относительно небольшие размеры. Комната для дочери имеет площадь 13 квадратных метров, а комната для сына 8 квадратных метров. В каждой комнате нам нужно было сделать шкаф, места для хранения, кровать, рабочее место и обязательно оставить свободное пространство для игр. Особенно это проблемно было придумать в небольшой комнате сына, где большой кусок площади съедал лестничный подъем. Вся крупная мебель в доме будет станционарной, то есть мы изготавливаем и устанавливаем ее на свое место согласно изначальному плану. Поэтому в детских спальнях мебель, да и весь ремонт в целом должен подходить как для ребенка, так и для повзрослевшего подростка. Из гипсокартона и речного каркаса в обоих спальнях мы сформировали подобие маленьких гардеробных комнат, которые наполнили полками и жердями под тремпеля. Такие декоративные элементы, как плинтуса, наличники, карнизы, откосы, подоконники, мы изготавливали из массива древесины с обработкой поверхности, схожей на обожженный фасад дома. Такие же обожженные детали мы используем и для элементов мебели, и также другой внутренней отделки по всему дому, так как хотим выдержать всю эстетику дома в едином стиле, подчеркнутую контрастными элементами. Каркас для рабочего стола сделали из рейки с сечением 40 на 40 мм и закрепили его к стене и полу. Так он получился максимально простым в изготовлении, но при этом мегапрочным и устойчивым. Столешницу и выдвижные полки изготовили из 10-мм фанеры. Практичная прочная поверхность, которую при желании можно будет легко обновить.
Кровать в этой спальне мы решили сделать двухэтажной, так как подумали, что лишнее спальное место не помешает, будет куда разместить гостей. Кровать изготовили из массивных деревянных элементов с надежными врезными соединениями, так как установим ее здесь станционарно и служить она должна чуть ли не всю жизнь дома. После декоративного обжига, чистки и лакировки акриловым водорастворимым лаком принялись к ее сборке. Все соединения дополнительно промазывали клеем и стягивали саморезами по дереву. Лестницу на вторую полку сделали на торце кровати, где она будет служить еще и подъемом на встроенный турник. Основой под матрасы стал фанерный лист, а в пространстве под кроватью изготовили выдвижные ящики для хранения. Лестничный подъем в комнате сына решили обыграть с пользой, сделав над ним приподнятую кровать с местами для хранения под нею. Так получилась интересная конструкция и не пропала полезная площадь. Сбоку мы врезали небольшой рабочий стол шириной в 90 см, которого будет достаточно, чтобы сделать домашнее задание и поработать за ноутбуком. На кровать ведет небольшая лестница, ячейки которой можно использовать для хранения игрушек, а все пустое пространство под кроватью заполнили выдвижными ящиками. С ними доступ до вещей открывается намного удобнее, чем с обычными полками. В общем, детские комнаты получились необычными по планировке и удобными по функционалу. В детстве ни у меня, ни у жены не было собственной комнаты, поэтому здесь мы постарались в первую очередь реализовать свои детские мечты, но и нашим детям спальни пришлись по душе. Нашу с супругой спальню мы также хотели сделать оригинальной и удобной. Площадь этой комнаты 12 квадратных метров. Мы не увидели смысла делать огромную спальню, ведь по сути, если не считать сам сон, в этой комнате проводим наименьшее количество времени. Места для хранения вещей организовали в навесных встроенных полках, изготовленных из того же гипсокартона на каркасе из деревянных реек, а также в большом встроенном в перегородку шкафу. Вместе с таким же мини-гардеробом дочери они дают дополнительную шумоизоляцию между спальнями. Кровать изготовили по тому же принципу, что и вся мебель в доме. Несложный речный каркас, привинченный к стене и полу. Прочно, устойчиво и долговечно. Боковины и изголовье сделали из дубовых дощечек, части из них, естественно, придали обожженного дизайна.
Фанерные вставки под матрасом съемные, что открывает доступ для хранения под кроватью. Из более качественной фанеры сделали столешницу для прикроватных тумб, под которыми сделаем выдвижные ящики. Остаткам стены за кроватью решили придать креативного вида, для чего напилили множество деревянных квадратиков. Чтобы получить грубую естественную текстуру, все эти квадраты раскололи топором надвое. Некоторые кусочки поджарили, другие обожгли полностью и вскрыли их лаком. Добрали раскладку и приклеили на стену с попеременным изменением направления текстуры. Установили сдвижные двери, в одной из которых вставили большое зеркало. Сделали интересное разноуровневое освещение. И непонятно зачем смонтировали главного разрушителя личных отношений. В этой комнате еще не доделаны тумбы, прикроватные светильники и другая мелочевка, но в итоге это получилась удобная и комфортная спальня, о которой мы мечтали. Разумным решением было разместить основную ванную комнату прямо возле 3 спален, ведь в основном она и будет использоваться перед сном и после его пробуждения. На данный момент эта комната имеет наименьшую готовность из всех помещений в доме. Здесь мы залили теплый бетонный пол толщиной в 4 см, провели все коммуникации, временно установили унитаз, изготовили из профильной нержтрубы необычный полотенцесушитель, закупили зеркала для панорамного размещения на всю ширину стены, приобрели пару умывальников с изливами для большой двухместной тумбы, где, умываясь с утра, можно будет зарядиться на весь день проникающими через потолочное окно лучами солнца. Также закупили всю остальную сантехнику, включая ванну и даже всю плитку. То есть, по сути, от самого въезда в дом на протяжении 3 лет у нас было все для завершения этой ванной комнаты, но, как всегда, не хватало свободного времени. В последнее время нас все больше греет мысль понежиться зимой в теплой ванной перед сном, поэтому к грядущей зиме мы все же постараемся ее закончить. Каждый, кто планирует свой дом, хочет минимизировать коридор и проходные комнаты, которые хотя и делают удобную развязку между помещениями, но при этом съедают у дома полезную общую площадь. На первом этаже мы постарались полностью избавиться от коридоров, сделав большое единое пространство, где доступ ко всему открыт из гостиной. А на втором этаже, кроме сухого функционала, коридору решили придать эстетического вида, сделав его открытым, совмещенным балконом со вторым светом. Теперь проходящим здесь открывается красивый вид от гостиной с камином на первом этаже до выхода дымохода вблизи потолочного окна на втором. Да, второй свет съедает у дома немного площади. В нашем варианте при его отсутствии на втором этаже появились бы лишние 8 квадратных метров. Но зато он придает всему интерьеру красивого интересного вида. Мы постарались подчеркнуть этот вид массивным камином, вертикальными окнами и симметричными остекленными дверями, ведущими на террасу. Также здесь мы разместили 2 внутренних окна, дополнительно освещающих спальни. У второго света есть и практическое назначение. Он добавляет воздушного пространства, компенсируя относительно невысокие потолки на первом этаже, которые имеют высоту 2 метра 40 сантиметров, а также способствует лучшему воздухообмену во всем доме. Сначала здесь на балконе у нас стояли временные перила. Нам хотелось, чтобы перила в доме были крепкими и с виду внушали доверие своей массивностью, но при этом не загромождали обзор. Поэтому на поручень и основные несущие стойки использовали мощный брус, который склеили из дубовых дощечек. Грубой натуральной текстуры придали ему той же огненной обработкой, а в качестве заполнения для перил использовали многослойное стекло триплекс.
Такие же перила мы сделали и для ограждения лестничного проема. Подобные перила на краю часто шатаются, не внушая доверия. Здесь мы полностью исключили движение за счет заранее вставленной металлической закладной в каркас перекрытия. В стойке сделали под нее плотную выборку, соединение проклеили полиуретановым герметиком и закрепили 12 самонарезающими винтами. В итоге перила получились настолько прочными, что по ним даже можно ходить. У лестничного проема получилась небольшая проходная комната, которую мы постарались обыграть в уютное место для отдыха. Здесь у панорамного окна просто просилось место для посиделок, и мы сделали мягкий диван. Основой для него послужил речный каркас, встроенный четко по габаритной ширине этого помещения. Спереди его закрыли парой обожженных досок. Основой под мягкую часть стали выкройки из фанеры, которые усилили дополнительными рейками. Саму мягкую часть сделали из плотного 10-сантиметрового поролона. Поролон по периметру приклеили к фанерным вставкам, а для обшивки использовали качественную мебельную ткань. После раскроя у выкроек прошили только уголки, то есть в такой конструкции дивана количество швейных работ минимально. Равномерно натягивая ткань на поролон, с помощью строительного степлера пришивали ее к фанере. Боковые спинки жестко зафиксировали к основе, а нижние подушки сделали съемными для использования внутреннего объема. У окна мы сделали приятное освещение и подготовили стену для монтажа доски желаний и других памятных фото. Теперь это место стало излюбленным, чтобы выпить чашечку кофе, почитать или вздремнуть после обеда. Все внутренние и наружные двери мы также решили сделать самостоятельно. К наружным дверям у нас было лишь пара требований, чтобы они были долговечны и, самое главное, не промерзающими. Поэтому сделали их полыми, с большой толщиной в 100 мм. Для теплоизоляции пустоты заполнили минватой. Сам каркас двери сделали из дубовых брусочков и зашили его с двух сторон доской толщиной 20 мм, склеив ее в сплошные дубовые щиты. Подобным образом сделали остекленные двери, ведущие на террасу. На дверях и дверной коробке наклеили два контура уплотнителя. И в морозы за -20 никакого даже намека на промерзание наружных дверей мы так и не увидели. Все внутренние двери также изготовили из древесины дуба. По конструкции сделали их двухслойными с общей толщиной в 40 мм. Сделав круговую обвязку, внутреннюю часть заполнили впоперек двери короткими дощечками с двух сторон. Для этих дверей тоже сделали грубую текстурную отделку, которая, кстати, хорошо скрывает все огрехи их изготовления. Почти все внутренние двери сдвижные. Сначала нам показалось это разумным решением.
Так при открывании двери не загромождается пространство, и сам процесс открывания смотрится как-то по-современному. Но для наших тяжелых дубовых дверей вначале мы промахнулись с направляющими роликами. Все они оказались слабыми и рассыпались буквально за пару недель. Пришлось покупать более мощные ролики и направляющие профиля для всех дверей, что нас вовсе не обрадовало. Да и вряд ли они будут служить так долго, как обычные петли. И хотя для дверей мы использовали относительно сухую древесину, которая сухла естественной сушкой годами, поперечная зашивка полотна все же начала давать усадку, досыхая внутри помещения, и кое-где даже разорвала зашивку по-живому. А из 10 дверей двое все же немного повело, и они начали цеплять проем. В общем, изготовление наружных дверей полностью себя оправдало, их не коробит и они теплее любых стандартных. А вот от изготовления внутренних дверей осталось двуякое ощущение. С одной стороны, это был интересный опыт с оригинальным результатом, с другой стороны, такие же двери мы вряд ли бы взялись изготовить повторно. Скорее всего, изменили бы их конструктив и точно навесили на обычные петли. При входе в дом решили сделать многофункциональное пространство, которое упрощало выполнение множества бытовых задач. С одной стороны разместили маленький полноценный санузел, о котором речь и шла чуть раньше. Заходя в дом, здесь сразу же можно помыть руки, а возвращаясь грязным с работы, принять душ, не разнося эту же грязь по всему дому. И несомненно, наличие унитаза на каждом этаже для двухэтажного дома является плюсом. С другой стороны, вдоль всей стены мы выделили пространство шириной в 60 сантиметров, которые в будущем закроем большими сдвижными панелями. Здесь у нас разместился основной инженерный узел, в который мы еще добавим полки для хранения, а также изготовим полноценный шкаф для верхней одежды и обуви. Прямо возле дверей в торце санузла образовалась ниша, в которой планируем сделать крючки для верхней одежды и смонтируем пару обувных полок. Также в глубине этой ниши разместили главный электрощиток, его тоже скроем в маленьком шкафу. Ну а на полу здесь спрятан вход в подземелье. Хотя мы и не являемся мастерами кулинарии, но как же приятно посреди зимы открыть баночку солений, приготовленных своими руками. И для хранения консервации овощей и других продуктов нам нужен был погреб или подвал. Мы решили удобно сделать его прямо под домом. Мы представляли свой подвал максимально чистым и опрятным, поэтому на пол положили такую же плитку, как и на первом этаже, а стены и потолок пошпаклевали. Для вентиляции подвала заложили две трубы и разнесли их по уровню внутри помещения. Так образовывается небольшая естественная тяга, которую при желании можно усилить вытяжным электровентилятором. Для уменьшения шума от работающего компрессора самодельный тепловой насос запланировали установить в подвале, поэтому на следующем этапе для него здесь сделали всю развязку. Площадь этого помещения небольшая, чуть больше 6 квадратных метров, которые мы постарались обыграть максимально выгодно, обустроив по периметру широкие стеллажи на всю высоту. Подвал сухой, хорошо вентилируется, поэтому стеллажи сделали из подручных материалов и по сути использовали старые бесхозные доски, которые перебрали, простружили поверхность, нарезали по длине, и покрасили. Каркас для стеллажа сделали из бруска и жестко зафиксировали его к стене. При зашивании полок от стены оставили воздушный зазор в 4 см и сами досточки укладывались с зазором в 1 см. Так стеллажи будут хорошо проветриваться и не будут мешать общей вентиляции подвала. Суммарная площадь всех полок составила более 16 квадратных метров. Этого хватит, чтобы разместить более 700 трехлитровых банок консервации. Конечно же, столько огурцов и помидоров мы съесть не сможем. И под консервацией будем использовать лишь треть стеллажей, а остальная их часть будет работать как кладовая. Организовать удобный спуск в подвал в ограниченном пространстве оказалось непростой задачей. Первая лестница, сделанная на быструю руку, себя не оправдала. Мы даже рассматривали как вариант сделать здесь автоматическую лифт-платформу.
Но позволить себе потратить время на ее разработку и изготовление так и не смогли, поэтому ограничились изготовлением новой деревянной лестницы с более интересной конфигурацией. Ступени в этой лестнице мы сделали пошаговыми, то есть каждая ступень предназначена под конкретную ногу. Так, при крутом уклоне лестницы подниматься и спускаться с нее можно без участия рук. Конечно же, она не стала идеальным решением, и нам пришлось привыкать ступать на нее с конкретной ноги. Но все же в стесненных условиях такая лестница станет хорошим компромиссом. Следующим этапом обустройства подвала стало изготовление люка, который нам также было проще сделать из дерева. Из дубовых дощечек склеили мощный подрамник с четвертями и скосами. А основой для самого люка стала выкройка из 20-мм водостойкой фанеры. Крышку усилили дубовыми вставками, врезали скрытую ручку а после покрасили износостойкой краской. Подрамник плотно посадили в проем бетонного пола и зафиксировали анкерами. Зазоры запенили, а сверху задекорировали черным герметиком. Для температурного разделения помещений в люк врезали 50-мм пенополистирол, а по периметру наклеили резиновый уплотнитель. Когда у входа постелили износостойкий ковролин, люк в подвал стал практически незаметен. Также в подвале мы сделали светодиодное освещение, а чуть позже расширили его функционал, установив морозильную камеру. Теперь иногда в жаркий летний день мы можем спуститься в прохладный подвал и насладиться дегустацией очередной баночки компота, а для приготовления всевозможных блюд продолжили обустройство кухни. При проектировании и к изготовлению кухни мы подошли максимально тщательно и продуманно, так как кухню смело можно назвать сердцем дома, а из-за обильного оснащения бытовыми приборами она является еще и технически сложной, а также самым дорогим помещением во всем доме. Под кухню выделили небольшой прямоугольник площадью около 7 квадратных метров. Этого нам показалось достаточно, чтобы не только разместить все необходимое, но и сделать кухню удобной в эксплуатации. С помощью большого проема сделали ее открытой, совмещенной с гостиной. Условно эти помещения делит обеденный стол, который также можно использовать как дополнительную рабочую поверхность. Основная же рабочая поверхность прямолинейная с протяженностью на всю длину комнаты в 3 метра. Для комфортного приготовления пищи ее ширину увеличили до 80 сантиметров, а еще большей площади ей добавляет примыкающий вровень подоконник. С одной стороны рабочей поверхности разместили мойку с измельчителем отходов, а с другой стороны индукционную плиту и логично под ней же разместили электродуховку. А самым логичным местом для установки холодильника оказалось у входа на кухню, так как к нему бегаем чаще всего. Часть бытовой техники, такие как посудомойка и микроволновая печь, мы врезали в перегородку, и по сути большая их часть разместилась в техническом шкафу входной зоны, а на самой кухне они не занимают полезное пространство. Вся мебель на кухне станционарная, состоит из речного каркаса и обшита гипсокартоном. Она намертво привинчена прямо к каркасу дома и точечно выдерживает даже вес человека, поэтому перегрузить ее по всему объему вряд ли удастся. В
качестве поверхности для столешниц мы использовали напольную керамогранитную плитку, которую приклеили на основу из 2 слоев гипсокартона. Такая простая поверхность долговечна, не боится влаги, чрезвычайно твердая, поэтому не царапается даже ножом и в принципе получается бюджетной. Только через 1,5 года проживания в доме у нас нашлось время завершить отделку на кухне. Торцы на шкафчиках задекорировали черной МДФ планкой и обожженными деревянными элементами. Весь свободный объем под рабочей столешницей решили заполнить выдвижными ящиками. Хотя это решение выходит дороже, чем классические полки с распашными фасадами, но пользоваться выдвижными ящиками значительно удобнее. Для фасадов мы выбрали пленку с матовой фактурой, имитирующей грубо обработанный серый камень. На такой практичной текстуре не видно ни пятен, ни следов от рук. Мы посчитали разумным сделать открывание фасадов на всех верхних шкафчиках вертикальными. Так пропадает риск удариться головой об открытую дверцу и доступ становится более широким. Проем и другую обналичку мы задекорировали с помощью обожженных деревянных элементов. На одной из таких досок, которая будет закрывать выступ стены, сделали удобный держатель для кухонного полотенца. Большинство ручек для шкафчиков, которые продавались в доступности, нам не понравились. А возможно, самостоятельное изготовление кухонных ручек было очередным поводом сэкономить, так как ручек этих нужно было много, а обошлись они почти даром. Для мебельных ручек использовали дубовые рейки с сечением 20 на 25 мм. С помощью радиусной фрезы выбрали кромку для зацепа пальцами. Естественно, обожгли. Почистили. И покрыли матовым лаком. Ручки получились стильными и отлично вписались в общий дизайн. Из практических побуждений большую часть стен на кухне мы отделали той же керамогранитной плиткой. Из нее же сделали часть фартуха, обрамляющего плиту. В качестве остального фартуха работает угловое окно, которое отлично освещает рабочую поверхность и придает всей кухне оригинального вида. Да, всю кухню мы выдержали в спокойных серых тонах, которые не раздражают, а настроение на ней можно придать с помощью акцента на деталях.
Суммарный объем нижних выдвижных ящиков составил 450 литров. Этого уже достаточно, чтобы разместить всю необходимую кухонную утварь. Хотя в удобной доступности есть еще и верхний ряд из 4 шкафчиков, объем которых составляет уже 900 литров. Ну а для заядлой домохозяйки есть еще и второй ряд шкафчиков, ведущий по периметру потолка с объемом в 1500 литров. При этом общий объем мест для хранения достиг почти 3000 литров, а этого с лихвой хватит как для утвари, так и для хранения продуктов. Уже из опыта эксплуатации мы можем сказать, что на такой сравнительно небольшой кухне с этой планировкой предостаточно места для комфортного приготовления любых блюд, трапез с семьей и посиделок с друзьями. Себестоимость всей кухни, включая отделку, мебель и наполнение бытовой техникой, составила на данный момент $2700. В кухне остались мелкие недоработки с освещением, и вся работа по ней не обошлась без трудностей, так как подобную кухню мы изготавливали впервые. Но все же все задуманные решения мы реализовали и остались ими довольны. Также на первом этаже мы разместили маленькое подобие кабинета. Изначально эта комната с площадью 6 квадратных метров задумывалась для уединения, почитать книгу, посидеть спокойно за компьютером или заняться творчеством. Но так как с недавнего времени я и моя супруга полностью перешли на работу в сети, то эта комната стала для нас полноценным рабочим кабинетом, где мы находимся почти половину своего рабочего времени. Здесь мы на скорую руку установили 2 компьютера, а всю задуманную отделку и мебель так и не изготовили. У окна мы сделаем диван, на котором можно будет даже вздремнуть. На полках появятся фасады, часть этой ниши займет двухсторонний аквариум, для компьютера сделаем стильный лофт-стол, а для работы на втором компьютере сделаем выдвижной столик. В общем, история об этой комнате будет интересной и продолжится в будущем. Ну вот мы и подошли к самой большой комнате в доме. Большинство помещений на первом этаже были намеренно ограничены в размере, чтобы придать гостиной максимальной площади, которую мы довели до 38 квадратных метров. Так как в этом пространстве, совмещенном с открытой кухней, мы проводим большую часть свободного времени. Гостиную решили сделать максимально открытой и не загромождать ее мебелью. Из мебели нам предстоит сделать большой диван на всю ширину комнаты в 4,5 метра длины, небольшой столик, пара кресел, а с другой стороны у лестницы будет развлекательный технический уголок, для которого мы уже начали изготавливать оригинальную ТВ-тумбу. Наибольшее количество интересных решений мы задумали изготовить как раз в гостиной. Центральным элементом для уютных посиделок стал камин, масштабности которому придает второй свет с потолочным окном. В будущем во втором свете мы хотим изготовить креативную люстру, дизайн для которой пока еще не придумали. Кстати, если у вас есть идеи на этот счет, будем признательны, если напишите их в комментариях. Во всей гостиной запланировали сделать разноуровневое освещение, которое автоматически можно будет подстроить под любое настроение. Кроме мебели в гостиной еще не хватает множества декоративных элементов, но одну из стен мы все же успели задекорировать. Нам хотелось придать ей натуральной грубой фактуры, и для этого задумали использовать колотые дубовые дощечки. По сути, это мусорные обрезки, которые решили не сжигать в камине, а использовать с большей пользой. Себестоимость материалов на такую отделку стены в нашем варианте была нулевой, а вот трудовые затраты оказались огромными. Только отрезов на станках довелось сделать около 12 тысяч и около 3000 ударов топора. Дощечки резали и кололи абсолютно разные по длине, а по ширине они будут складываться в ряды из 3 форматов. Свежерасколотый цвет дуба нам не очень понравился, поэтому мы состарили его в растворе воды с пищевой содой.
В общем, заготовка материалов растянулась у нас на долгое время, ну а сам процесс приклейки дощечек на стену шел быстро и приносил удовольствие, так как результат вырисовывался прямо на глазах. Дубовые дощечки клеили с помощью термопистолета. Как ни странно, до гипсокартонной основы он держит хорошо. За год эксплуатации лишь несколько дощечек оторвались, да и то живьем оторвав шпаклевку от гипсокартона. По финалу стена получилась фактурной, колоритной и цепляющей взгляд. Всем нашим друзьям такой декор понравился, но пока что никто не взялся его повторить. Опасения, что отрезки будут собирать тонны пыли, так и не оправдались. Обычная метелка плюс пылесос раз в полгода с этим легко справляются. Расчетные теплопотери, которые мы сделали на первом попавшемся онлайн-калькуляторе для теплопотерь, для нашего дома составили 4,5 кВт при плюс 20 внутри и минус 20 снаружи. И первое, что нам хотелось сделать после въезда в дом, это сравнить их с фактическими затратами на отопление, ведь требования к энергоэффективности дома мы выдвигали на первый план. Как бы мы ни высчитывали фактические теплопотери, учитывая множество факторов, таких как средняя температура текущего отопительного периода, платы по квитанциям и так далее, для вас об этом мы сделали отдельный подробный ролик. Но фактические теплопотери оказались даже ниже расчетных, примерно на треть. То есть дом получился даже теплее, чем мы ожидали. Скорее всего, на эту разбежность повлияло наличие людей в доме как маленьких теплогенераторов, а также мы не учли нагрев дома через окна солнцем. Ну а теперь более наглядно в цифрах, киловаттах и деньгах. В нашем доме нет газа, поэтому мы имеем единый коммунальный платеж за электричество. То есть в среднем за один зимний месяц мы потребляем около 1300 кВт-часов, которые идут как на отопление, так и на остальное энергопотребление. Горячая вода, готовка пищи, освещение и так далее. Мы установили двухтарифный счетчик и ночью за киловатт платим в 2 раза дешевле. А вся система отопления с массивным бетонным полом и программируемым терморегулятором как раз и заточена под предпочтительное электропотребление в ночной период. То есть 60% всей электрики мы тратим ночью и платим за нее в 2 раза дешевле. Напомню, что наш дом стоит в северной области Украины. Да, это не Якутск, но морозы за минус 20 все же бывают. До недавнего времени у нас был подключен тариф на электроотопление. С ним в зимний месяц в среднем мы платили $35. К сожалению, сейчас тариф на электроотопление отменили, поэтому тот же платеж вырос вдвое до $70. Учитывая, что это единый наш коммунальный платеж, а у большинства друзей и соседей он в 3, а то и в 4 раза выше, то мы можем удостовериться, что наша затея с энергоэффективным домом все же получилась, а отмена электротарифа на отопление может быть и подстегнет нас в ближайшее время доделать тепловой насос и еще более повысить энергоэффективность дома. У каждой технологии строительства дома есть свои преимущества и недостатки. Мы выбрали каркасную технологию осознанно, уже изучив ее плюсы и минусы. Но оправдались ли на практике эти плюсы и во что вылились минусы, мы смогли узнать только из опыта. Ну и теперь, пожив в таком доме, этим опытом поделимся с вами. Начнем из минусов каркасника, распространенных страхов, а также расскажем, как мы с ними боролись. Наверное, самым главным минусом, который нас досаждал наибольше, стала малая тепловая инерция, так как все конструкции дома легкие и не способны накапливать в себе как тепло, так и холод. С одной стороны, в этом есть и плюс, дом можно легко и быстро прогреть, но открыв окно или дверь минут на 10, он также быстро и остынет. Эту проблему мы ожидали и подготовились заранее, сделав бетонный теплый пол массивным с толщиной раза в 2 больше необходимого, а также массивным сделали и камин. В зимний период все в порядке, тепло и уютно.
А вот в летний период тепловой инерции дома очень не хватало. За день солнце так перегревало дом, что находиться в нем было некомфортно, особенно на втором этаже, где температура нередко поднималась до 30 градусов. Засыпать невозможно, и проветривая дом ночью, он не накапливал прохладу на следующий день. Первым делом мы установили на окна жалюзи, и когда солнце реально пекло, просто не пускали его внутрь. Жалюзи на потолочные окна мы не нашли, поэтому сделали их сами из отрезков алюминиевых труб, которые нарезали на ламели и установили в деревянные рамы. К ламелям подсоединили синхронизирующую планку и с ее помощью выставили жалюзи под таким углом, который в обед полностью перекрывает солнечные лучи. Бесспорно, жалюзи дали свой эффект, но этого было мало. Поэтому решили использовать пока что бездействующий земляной контур, который задумали для теплового насоса. То есть решили закачивать прокладу из-под земли. Для этого соединили, закольцевав трубу подземного контура с водяной системой отопления, по которой теперь текла прохладная вода. Полы и батареи теперь у нас излучали холод. На первом этаже стало прохладно, и ходить в жару по холодному полу было приятно. Но на втором этаже площади батареи оказалось недостаточно, да и их расположение внизу комнаты не способствовало охлаждению. И эпопеей всей этой затеи стал обычный потолочный вентилятор, который установили во втором свете. Теперь он, обдувая холодный пол, эффективнее отбирал от него прохладу и смешивает воздух между этажами, выравнивая его температуру. К вентилятору подключили программируемый регулятор оборотов, то есть он работает у нас не постоянно, а по заданным интервалам, тогда, когда нужен. И в общем проблему с жарой решили. Да, можно было как простой вариант установить кондиционер, но тогда бы за прохладу пришлось постоянно платить столько же, сколько и за отопление зимой. Вторым по важности минусом, который мы все же ощутили, стала низкая шумоизоляция. И с наружным шумом здесь в принципе все в порядке. Дом у нас возле оживленной дороги, и машины шумят нам только если окна открыты. А вот внутренняя шумность все же присутствует. Хотя в перегородке и в перекрытие мы уложили 10 сантиметров минваты, но прислушавшись, можно разобрать речь говорящего в соседней комнате человека. А с играющими громко детьми поработать в кабинете в тишине точно не получится. Возможно, когда у нас появится вся недостающая мягкая мебель, это как-то поправит ситуацию. А так, в общем, с шумностью можно мириться, для нас она не критична. Третьим по важности минусом можно считать страх перед мышами и насекомыми. Весь деревянный каркас мы пропитали огнебиозащитой, которая обещает защиту и от насекомых. Плюс в защиту от грызунов является отсутствие у нас подполья, то есть каркасного пустотелого пола на первом этаже. Там у нас монолитная бетонная плита теплого пола, да и весь каркас стен приподнят от земли на метр, стоя на газобетоне. А также каркасные стены мы постарались сделать качественно, без косяков, чтобы не оставить лазеек для мышей. В общем, с этой проблемой мы не столкнулись и надеемся, что так будет и в будущем. Страх перед пожаром и осознание, что при нем дом сгорит вщент до основания, также является серьезным минусом. Но взглянув с другой стороны, пожар в любом доме это огромное горе, и вряд ли вас сильно утешат оставшиеся полуобгорелые стены из других более стойких материалов. Да и образователем пожара деревянный каркас вряд ли станет. Для этого есть шторы, мягкая мебель, ковры и другое внутреннее наполнение, которое у всех домах одинаково. Нам кажется, с них пожар в основном и начинается. Пятым минусом мы бы назвали менее долговечную конструкцию. Как ни крути, но если качественно построенные дома по разным технологиям хорошо обслуживать на всем сроке их эксплуатации, то каркасный дом прослужит все равно меньше, чем другие. Но здесь в расчет не берем саманные, соломенные и другие более примитивные технологии. Но опять же, если взглянуть на это с учетом общего срока эксплуатации каркасного дома, а качественно построенный каркасник даже без обслуживания простых лет 50, этого вполне хватит на одно поколение, а с хорошим уходом он спокойно прослужит и 2 поколениям, то минусом недолговечности можно и пренебречь. Да и вряд ли современные дети захотят жить в архаичном доме их прадеда. Лично мы считаем, что дети должны стремиться к строительству или покупке собственного дома, а не сложа руки как грифы дожидаться наследства. Последним, но немаловажным минусом можно считать низкую остаточную стоимость каркасного дома. Да, ввиду всех вышеперечисленных страхов у большинства людей нашего постсоветского пространства пока еще не сложилось понимание и доверие к этой технологии, поэтому нужно быть готовым к тому, что продать такой дом на вторичном рынке будет сложнее. А теперь о плюсах, которые склонили нас построить именно каркасный дом. И главным плюсом для нас стала его теплота, то есть его низкие тепловые потери.
Ведь не может быть ничего теплее, чем сам утеплитель, заключенный в каркасе. Нужен дом потеплее, сделай стены чуть потолще, и при этом каркасные стены все равно будут тоньше, чем любые стены других технологий с той же теплосопротивляемостью. Вторым плюсом мы посчитали более низкую стоимость. И да, на этапе возведения коробки дома каркасные стены получаются дешевле остальных. По стоимости с ними у нас конкурировали только стены из газобетона, которые тогда обходились чуть дороже, а из-за скачков цен на стройматериалы иногда цены на них выравниваются. В масштабах стоимости всего дома, если еще и учесть наполнение его мебелью и техникой, то экономия на каркасных стенах и вовсе становится незначительной. Но мы начинали стройку с минимальными средствами, и вопрос тогда стоял так: или начинаем строить каркасник в этом году, или собираем деньги дальше. К низкой стоимости можно добавить третий плюс – более простой и дешевый фундамент. Так как каркасные дома самые легкие, то и фундаменты им подходят простые, винтовые сваи или, как в нашем варианте, мелкозаглубленная лента. К четвертому плюсу мы бы отнесли наличие при возведении элементарных строительных навыков и скорость самого строительства. То есть для возведения каркаса вам нужно освоить лишь забивание гвоздей и работу с ручной циркуляркой, а в остальном можно следовать тому же проекту или обучающей книге. Так или иначе, для новичка каркасный дом будет одним из простых в освоении вариантов. Будет плюсом и то, что в каркасных стенах и перекрытии просто прокладывать коммуникации, отпадает надобность в штроблении стен. К шестому плюсу мы бы отнесли цельность конструкций. Да, ходят страхи, что каркасники легко сносят ураганами, но правильно собранный каркасный дом скорее целиком сорвет с фундамента, а шанс, что вас при землетрясении привалит бетонная плита перекрытия, в нем вообще отсутствует. Ну а седьмой плюс, который оценят творческие личности, это то, что такая технология практически не ограничивает полет фантазии. Какую бы вы ни придумали произвольную форму для вашего дома, проще всего ее будет реализовать по каркасной технологии. Лично мы, если все же решимся построить себе новый дом, то точно сделаем его намного оригинальнее и креативней. И нам опять же подойдет только каркасная технология, которую мы бы дополнили стальными элементами, так как сталь позволяет реализовать практически все, что угодно, да и работать со сталью нам очень понравилось. Каркасный дом, да еще и с изобилием экспериментов, мы делали впервые, и, понятное дело, не обошлось без ошибок. К некоторым трудностям мы были готовы и пошли на них намеренно, а некоторые проблемы вылезли неожиданно и приходилось напрячь голову над их устранением. Также были и удачные решения, которые мы повторили в том же газобетонном доме родителей. Хочу сразу заметить, что никаких серьезных конструктивных проблем ни по фундаменту, ни по каркасу стен, а также конструкции крыши не было. Дом крепко стоит, крыша выдерживает любой снег, нигде не течет, не перекосило, фундамент и даже террасу не покоробило морозным пучением, с этим все по-прежнему хорошо. Единственными элементами в конструкции, которые мы решили усилить незапланированно прямо в процессе, стали две основные балки перекрытия. На них нагружается большая часть пола, а также частично опирается кровля. Мы побоялись, что при их вибрации на этих перегородках в углах будет лопаться гипсокартон, поэтому добавили в конструкцию подвесные диагонали из цепей, которые хорошо вписались как функциональный декор. Остальные проблемы в основном были локальными. Так вот, покупка оцинкованного металла на крышу оказалась неверной. Потеки сажи от дымохода, смешанные с дождем на оцинкованном металле, вызывали реакцию, в результате которой цинк съедался, а металл начинал ржаветь. Этот же дождь смывал остатки горения и на деревянных фронтонах, и там металл тоже местами покрылся ржавчиной. А вот на металле с полиэстеровым покрытием ничего подобного не происходит. Тогда, взяв оцинкованный металл вместо окрашенного, мы сэкономили каких-то 7-8% стоимости. А теперь придется подкрашивать все эти места. Решение с обшивкой фасадов обожженной доской напротив оказалось удачным выбором. Настолько, что мы решились повторить его на лицевом заборе. Для нас это практичная и оригинальная отделка. Но да, не всем она придется по вкусу. Попытка сделать открывание внутренних дверей по-современному со сдвижным механизмом, хотя у нас и получилось, но влетела нам в копеечку, и рекомендовать такое для практичного дома мы не можем. Вся водяная система отопления из батарей на втором этаже и массивного теплого пола, который греет простейший электрокотел с дополнительным недельным терморегулятором, показала себя отлично, и мы уже успели ее удачно повторить. Точно так же не возникло проблем со всеми остальными коммуникациями, в том числе электропроводкой. Правда, в электрощитке мы заменили все магнитные опускатели, которые нереально громко включались, на бесшумные твердотелые, а также проинспектировали самую нагруженную скрутку проводов, где их стыковка с варкой проявила себя отлично. Хотя наш камин полностью нас устраивает и почти все задуманное в нем реализовали, конечно же не считая разложения воды, но времени на его изготовление затратили очень много, а так как мы начали ценить свое время, то рекомендовать подобные
подобный камин не можем. При надобности сейчас мы скорее бы купили готовую топку, и пусть она не имела бы такой функциональности, но с основными задачами справилась бы. В вопросе планировки и дизайна интерьера я не могу назвать себя человеком постоянным. Мне всегда хочется чего-то нового, более современного. Но прожив здесь более 3 лет, ни в планировке, ни в конструктивном дизайне мы бы ничего не меняли. Все помещения функциональны, имеют нужный размер и удобную для нас компоновку. Также хорошо проявила себя разноуровневая система освещения, основную часть которой мы пока что сделали на 2-м этаже. Светодиодные ленты с сенсорными регуляторами можно подстроить под разные задачи, свет приятно заполняет комнату и не бьет по глазам. Самые большие проблемы нам доставили наши самодельные окна, как потолочные, так и стеновые. На потолочных окнах собственной конструкции мы не смогли предугадать факт образования конденсата на внутренней поверхности каленого стекла, который в последующем стекал на стеклопакет. Эта проблема проявилась только в холодный период. И как самое простое решение, мы сделали вентиляционные отверстия и запустили наружный холодный воздух между стеклопакетом и каленым стеклом. Существенно на теплопотери это не повлияло, но и от образования конденсата 100% не избавило. Сейчас мы планируем поднять стеклопакет вверх и склеить его с каленым стеклом. То есть по сути получим трехкамерный герметичный стеклопакет, а шахту от образования мостиков холода утеплим 2-сантиметровым пенопластом. С окнами на стенах также образовалась проблема с конденсатом, но здесь она была другого рода. В холодный период при отрицательной температуре на улице низ наших окон со стороны помещения начинал запотевать, и с падением наружной температуры количество конденсата увеличивалось. Сначала мы думали, что это происходит из-за пока что отсутствующей полноценной вентиляции, а также переизбытка влажности в помещении. Но сколько бы мы ни проветривали помещение, да и влажность у нас оказалась в пределах нормы, окна все равно запотевали. В итоге мы пришли к выводу, что виной этому частично является сам дом. То есть из-за того, что дом сам по себе теплый и даже в сильные морозы не требует много энергии для отопления, теплоноситель в системе отопления по факту еле теплый, и батареи под окнами не создают достаточной конвекции для нагрева окон. На 1-м этаже у нас и вовсе нет батарей под окнами. Там помещение греет еле теплый пол. Плюс эту проблему у нас усугубляют широкие подоконники, отсутствие рам на окнах, а также вплотную примыкающий к стеклу снаружи металлический отлив. Решение этой проблемы мы нашли в виде локального нагревательного кабеля с низким энергопотреблением. Сейчас мы тестируем разные режимы работы, продумываем автоматизацию и в скором будущем сделаем подробную видеоинструкцию, которая 100% решит проблему всем, кто мучается запотевающими окнами и сырыми откосами. Себестоимость нашего дома по материалам на момент въезда составила $20 тысяч, а это, если сравнивать с обычным домом без заполнения мебелью и техникой, был практически готовый дом. На данный момент в доме есть мелкие недоработки в отделке и не закончен ремонт в основной ванной. Но у нас уже заготовлены все материалы и недостающее оборудование. Поэтому полная себестоимость нашего дома общей площадью в 120 квадратных метров, которая включает его оснащение бытовой и развлекательной техникой, составляет $33 тысячи. Для современного дома это сравнительно небольшая сумма. Мы старались экономить, материалы покупали только по оптовым ценам, часто делали это заранее, предугадывая сезонные скидки. И естественно все работы выполняли сами. Конечно, иногда нам помогали и родственники, и друзья. А если вы захотите нанять для строительства рабочих, да еще и загрузить их какими-то нестандартными задачами, то нашу сумму можете смело увеличить в 2, а то и в 2,5 раза. И да, нашу себестоимость дома можно воспринимать только как ориентировочную, именно поэтому мы указали ее в долларах, так как доллар за долгое время строительства обесценивается медленней, а из-за постоянно скачущих цен на стройматериалы, теперешняя стоимость строительства может существенно отличаться. Строительство собственного дома нельзя назвать простой задачей, особенно если вы будете делать это впервые. Каждый этап потребует серьезной подготовки и планирования. Чтобы поставить такую галочку в своей жизни, многие идут к этому десятилетиями. Но если вы смотрите это видео, значит сделали правильный шаг в этом направлении, проявив интерес к данной теме. Построив дом, мы получили множество новых навыков, а преодолевая тяжелые этапы, чувствовали гордость. По окончании отдыха где-то у моря нам всегда хочется и радостно возвращаться домой, потому что все в нем сделали своими руками и так, как хотели, а это для нас ценно. И возможно мы показали хороший пример своим детям. Мы желаем каждому пройти этот путь строительства или хотя бы планирования собственного жилья. Это станет отличным поводом для гордости, а также хорошей самореализацией. Материалы и опыт для этого видео собирались на протяжении 7 лет.
Само строительство дома началось задолго до создания этого канала, велось на старенькую CD-камеру и предназначалось лишь для семейного архива. И только после новоселья и радостного осознания, что мы сумели это сделать, нам захотелось этим опытом поделиться. Так в начале 2018 года и появилось наше первое видео. В последующем этот процесс нас увлек, и мы по-прежнему стараемся в нем совершенствоваться. Друзья, мы надеемся, этот фильм был вам полезен. Быть может, вы подчеркнули что-то новое или зарядились мотивацией, а сумев досмотреть его до конца, возможно, эта тема стала вам близка. Ну тогда вы можете подписаться на наш канал, ведь впереди нас ждет еще множество интересных проектов. В частности, сейчас мы активно перестраиваем гараж в большую мастерскую, которая позволит нам реализовать другие масштабные проекты. На канале есть подобный фильм о строительстве небольшого бюджетного дома из газобетона. Там все делалось намного проще в угоду экономии, но не в ущерб функциональности. Газобетон является хорошей, более классической альтернативой, если вам не нравится каркасная технология, и практически такой же бюджетной. Друзья, спасибо за вашу поддержку, увидимся в следующем видео.